Меня зовут Олеся, я представляю команду Матрешки Джаз, живу в Москве, в России, но родом из маленького города Кострома, что на реке Волге. Танцую хаус, джаз-фьюжн и вообще все, что захотите, могу станцевать. Любимый напиток? Мой любимый напиток на данный момент в жаркие летние деньки — это айс-капучино или айс-латте. Все очень просто. Мне кажется, что на протяжении всей жизни, в принципе, на протяжении всей жизни ты слышишь какие-то интересные фразы, запоминаешь их и думаешь, как они подходят к твоей жизни. А последняя, которую я действительно как-то прочувствовала, она очень простая. Я читала информацию про индуизм, просто какую-то базовую, там, про их философию, догматы, и они говорят: ты есть то. То есть ты есть то, что тебя окружает, единосущ с тем, что тебя окружает. И понятно, что я знала это, но как-то вот в этот период жизни, сейчас, который у меня происходит, я действительно в этом убеждаюсь. И если обратить внимание на все то, что тебя окружает, начиная, не знаю, с той комнаты, в которой ты живешь, твой дом, твое окружение, твоя основная деятельность, друзья, как ты строишь свою жизнь, твои бытовые привычки, что ты ешь. Все это то, что тебя окружает, и по всему этому можно сказать, кто ты. Поэтому, мне кажется, если хочешь чего-то поменять в своей жизни или хочешь чего-то добиться, нужно обращать внимание на такие детали, жизненные детали. И я пытаюсь, по крайней мере, быть осознанной в этом плане. Вот, поэтому, прочитав эту фразу «ты есть то», очень простую, состоящую из 3 слов, я прям выделила ее жирным шрифтом. С которыми, не знаю, возникла какая-то необычная связь, и это все вдохновляет. Пожалуйста, уже ваш заказ готов. Мощнейший источник вдохновления — это всегда музыка. А также я еще вдохновляюсь от истории жизни успешных людей, от судьбы интересных людей, вдохновляюсь от различных видов искусства. Просто от жизни, от встреч, от любви, от веселья, от всего пытаюсь вдохновиться. Ну, я не пытаюсь, оно все так происходит автоматически. Так, как я себя развела? Ну, наверное, прежде всего пытаюсь быть максимально любознательной, узнавать все, что мне интересно, быть внимательной, читать. Стараюсь много, по возможности. Ну и в физическом плане я тоже пытаюсь себя развивать. В общем, держу в ежовых рукавицах. Ну, в общем, я пытаюсь себя развивать разными способами. Но если у меня возникает какая-то идея, я чаще всего ее записываю, и уже одновременно с этим возникает план ее исполнения. Я могу записать даже этот план исполнения, этапность достижения цели. Я могу поделиться этим со своими друзьями или с командой, но это, в принципе, одно и то же. Они тоже как-то меня настроят на достижение этой цели или реализации идеи. И чаще всего мне приятно реализовывать идею с кем-то, то есть находить себе такого соратника и уже в путь, идти в путь к достижению. Идею, цель с кем-то. Вот вообще не сталкивалась ни с каким сопротивлением. Все в моей жизни отлично, и все всегда меня поддерживают и рады моему пути. Поэтому, не знаю,
не сталкивалась с такими проблемами. У меня все хорошо, никто не сопротивляется. Мне кажется, опыт развития каждого танцора индивидуален. И очень важно, чтобы этот опыт был разнообразен, и человек сам понимал, что хорошо и что плохо. Потому что, не знаю, это стрит-дэнс, дикая культура. Важно, чтобы... Пожалуйста, Жанет, где ваш заказ? Важно, чтобы каждый человек сам понимал, что хорошо, что плохо, что нужно ему, что нет. Поэтому ничего предупреждать ни о чем предупреждать я бы не хотела, потому что любой опыт ценен. Вот. Я бы, наверное, хотела скорее пожелать что-то, а не предупредить. Важна, как я и говорила на занятиях, максимальная включенность в процесс и умение понимать, для чего вообще я нахожусь сейчас здесь, для чего я пришел в зал, для чего я танцую. И не обязательно я должен стать суперчемпионом в этом плане. Важно чувствовать какое-то отношение и, скорее всего, любовь к этому процессу, к музыке, к танцу, к этой субкультуре, в которой ты находишься, и свою осознанность в этом. Да, я здесь, мне нравится, я не переживаю по поводу своего будущего, в любом случае все будет хорошо, мы круто проводим время, мы слушаем музыку, мы танцуем. Окей, я хочу выиграть чемпионат, значит, я буду много работать и так далее. Чтобы была максимальная включенность и понимание происходящего процесса. Десять. Конечно, это важно. Это показатель глубины твоего нахождения в обстоятельствах, в культуре. Если ты знаешь истоки, ты понимаешь, почему именно так все происходит, и, возможно, именно так ты поймешь, что тебе нужно, чего ты придерживаешься, а не просто слепо следуешь каким-то тенденциям. Ты знаешь, с чего все началось в музыке, в танцах, ты знаешь, кто это развивал, ты знаешь, к чему это пришло, и ты сам делаешь выбор, чему ты хочешь следовать, или ты хочешь выбрать свой путь. Это абсолютно 10. Ну, мои, конечно же, ученики, не пропускайте мои уроки. Нет, на самом деле, я всегда это говорю, всегда со всеми делюсь. Мне кажется, не то чтобы ходящая энциклопедия, а танцующая энциклопедия — это hero. И каждое его занятие — это как глава знаний. Вот его, наверное, мастер-классы точно нельзя пропускать. Желательно посещать. А так, на самом деле, по вкусу. То есть, если тебе нравится чей-то танцор, тебе нравится его энергетика, то сходи на класс и почувствуй вживую, насколько ты чувствуешь этого танцора и насколько тебя он вдохновляет. На самом деле, очень много кому желательно сходить, потому что очень много профессионалов, опытных танцоров, глубоких танцоров, мыслящих, танцующих, и это всегда, они всегда делятся своим опытом, своими идеями, и можно ходить вообще ко многим, нужно. Ну и ко мне, конечно же, приходите ко мне на мастер-класс. Пожалуйста, Сара, ваш заказ готов. Сара, приходи ко мне на мастер-класс. Мне очень нравится находиться среди танцоров в Казахстане. Мне кажется, вы талантливые ребята. Талантливые, трудоспособные и внимательные. Чувствуется какой-то другой уровень отношения к учителю. Уважение, это действительно уважение, а не делание вид. И поэтому, наверное, больше усваивается у них знаний, и все получается. Вот. Поэтому танцоры в Казахстане отличные ребята, и я очень рада, что здесь все так развивается, как, не знаю, нигде, наверное, в каких-то там участках нашей страны, России, там еще где-то. Что-то, может быть, в них есть от японцев.
умение схватывать, умение сразу чувствовать, что именно нужно. Поэтому мне приятно приезжать сюда, возвращаться и еще раз возвращаться. Потом спросишь меня этот же самый вопрос, когда вот их не будет, ладно? Хорошо. Но по поводу образа и стиля я даже сказать, наверное, не могу. Так, чтобы полностью я вдохновлялась чьим-то образом, стилем, не знаю, наверное, таких людей нет. Есть определенные современные бренды, марки одежды, которые мне нравятся, за которыми я наблюдаю за их лукбуками и, наверное, оттуда черпаю какое-то вдохновение, плюс просто свое ощущение накладываю на это. Вот, мне нравится COS. Мне так много чего нравится, на самом деле COS это такой определяющий бренд, я слежу за ними, и они как-то все равно влияют на мой вкус. Я им доверяю, они доверяют мне, надеюсь. И вот такая у нас коллаборация с ними. Нематериальная. Я не знаю. Лучший подарок на день рождения. Наверное, это вот был последний подарок на день рождения, iPhone. Наверное, да. У меня есть определенная позиция, что если ты много трудишься, значит, ты будешь достоин того, что ты хочешь. Если ты не трудишься, значит, ты недостоин. Позиция в жизни – это любить. Любить жизнь, любить окружающих, друзей, близких, уважать людей, чужое мнение, чужую позицию, быть открытым, позитивным, легким, стараться не привязываться нематериально к чему-то, например, кофе. Стараться не привязываться, либо к людям стараться не привязываться. Быть добрым и всегда веселиться, смеяться. 3 трека, которые вдохновляют меня в последнее время, это The Beast, Palm Skin Productions, System Remix. Под этот трек мы делаем сейчас новый кусок с командой. Это так просто для души Love, Love, Love of Monsters and Men. И Элия Коли Feel Inside. Это тоже чисто по женской части. Вот. Все, спасибо. До свидания. До свидания. Салимет Сизбея. Привет.